Зеленые же еще, предупредила Юля мальчишку, который, буквально повиснув на заборе, пытался сорвать сливы с большого дерева. Мальчишка был Юле незнаком, а вот сливы и забор очень даже. Это был бабушкин забор и бабушкина слива. Юля сидела на крыше сарая, поэтому мальчишка ее не заметил. Она же наблюдала за ним уже некоторое время. Худой, загорелый почти дочерно, шорты с оторванным карманом, на вид лет 7. Проходя мимо, он остановился и сперва только смотрел на сливы. Потом, несколько раз обернувшись, убедившись, что улица пуста, начал карабкаться на забор. Получилось довольно ловко, но дотянуться до слив даже с забора было тяжеловато. Так вот, понаблюдав за всем этим, Юля подумала, что сливы действительно еще зеленые, от таких и живот запросто разболится. Поэтому Юля и решила предупредить мальчика. От неожиданности мальчишка вздрогнул и чуть не упал за забор. Обернувшись на голос, испуганно уставился на Юлю, но спрыгнуть не решался. «Недели через 2 приходи, доспеют, я тебе в корзину наберу», — продолжила Юля. «Не надо», — буркнул мальчишка и спрыгнул на траву. «Раз не надо, зачем сейчас тогда полез?» «Надо, значит, было», — огрызнулся мальчишка. «То надо, то не надо. Смешной ты», — рассмеялась Юля. «Как тебя зовут? Здесь живешь?» «Стасом зовут. Там живу, у реки». Стас махнул рукой и вновь посмотрел на бурые сливы. «А меня Юля. Я к бабушке приехала. Скучно тут. Может, на реку пойдем?» Юля посмотрела на яркое солнце. День был жаркий, для купания самое то. Стас переминался с ноги на ногу, глядя из-под лобья, то на Юлю, то на сливу, то на пустую улицу. «Ладно, пойдем». «Здорово!» — обрадовалась Юля и ловко спустилась с крыши сарая. «Сейчас, подожди 5 минут!» — крикнула она и скрылась за воротами. Через 5 минут Юля вышла, держа в руках большую корзину. «Полотенце, пирожки и морс», — прокомментировала она. «Давай по очереди понесем. Далеко до реки?» Юля тараторила без умолку. «Давай, понесу». Стас взял корзину. «Недалеко». В отличие от новой подруги, Стас был краток. Они пошли по пыльной дороге в сторону реки. Юля задавала множество вопросов и рассказывала о себе все подряд. Стас был хмур, отвечал, бурча себе под нос, и все время косился на корзинку. «Тяжело? Давай я понесу». Юля заметила его взгляд. «Не тяжело, сам понесу», — ответил Стас, а помолчав спросил: «А пирожки с чем?» «С яйцом и луком, еще и с земляникой. Бабушка вкусные делает, пальчики оближешь». «Можно один мне?» — спросил Стас. Голос его дрогнул. «Конечно, это я нам взяла. Искупаемся и будем есть, как на настоящем пикнике», — ответила Юля, пытаясь на ходу поймать голубую бабочку. «А можно мне сейчас?» Голос Стаса снова дрогнул. Так ты голодный», — сказал бы сразу. «Давай достану аккуратно. Тебе с чем?» «С яйцом». Юля достала румяный, еще теплый пирог и протянула своему новому знакомому. «Ого! Да ты и правда голодный!» Юля рассмеялась, глядя, с какой скоростью Стас проглотил пирог. Он отвернулся. «Сейчас дойдем, я еще достану. И морс налью. Кружки бабушка тоже положила». Вскоре ребята дошли до желтого песчаного берега. Никого не было. Юля и Стас расположились в тени под деревом. Расстелив одно из полотенец, Юля разложила мешочки с пирожками и разлила морс в 2 небольшие алюминиевые кружки. «Налетай!» — улыбнулась Юля и первой взяла пирожок, присаживаясь на траву. Стаса долго просить не надо было. Он уплетал пирожки один за другим. «Вкусно?» — спросила Юля. «Угу», — ответил Стас с набитым ртом.
«А у тебя бабушка есть?» – спросила Юля. «Нет». Стас, как будто разозлившись, резко поднялся и вытер руки о шорты. «Пошли купаться». Вода была теплой. Юля плохо плавала, поэтому глубоко не заходила и никак не могла окатить волной Стаса, который плавал быстро и уверенно. Глядя на озорную Юлю, Стас постепенно оттаял. Весь день они провели на берегу, играли в пиратов, по очереди закапывали и искали в песке клад, большой гладкий камень, устраивали состязания китов, выплевывая кто дальше фонтанчики воды, и договорились, что будут дружить все оставшееся лето, а на следующее Юля снова приедет. Когда уставшие шли обратно, Юля спросила: «Где твой дом? Ты говорил, у реки живешь». «Да там, дальше, не видно отсюда». Стас сделал неуверенный жест в сторону. «Вот ты где, бездельник!» Раздался вдруг зычный окрик. Юля обернулась. Из-за покосившегося забора вышла женщина и уставилась на ребят. Женщина эта показалась Юле странной, какой-то всклокоченной и неряшливой. Шатающейся походкой женщина направилась в сторону ребят. «Где был? Вот отец тебе задаст!» Она говорила громко, а когда подошла ближе, Юля заметила, как Стас попятился. Но увернуться от затрещины ему не удалось. «Пожрать принес?» – спросила женщина, и Юля поняла, что она пьяная. Когда-то в городской квартире у Юли с родителями был сосед, дядя Лева. Он был безобидный, тихий, но Юля слышала, как родители обсуждают, что дядя Лева пьет водку без просоха. Так вот, дядя Лева и ходил так же, пошатываясь, и пахло от него так же неприятно. «Иди!» – Стас сунул в руки замершей от удивления Юли корзину. «Иди!» – повторил он и даже слегка толкнул Юлю в спину. Она задумчиво зашагала в сторону дома. Вечером, забравшись в уютное бабушкино кресло, Юля подумала: вот отчего Стас был такой голодный. Мать пьет, отец, наверное, тоже. А у Стаса и шорты рваные, а сам он смешной и плавает здорово. «Бабуль, а ты знаешь, кто живет в кривом доме у реки?» «Петровы живут», — отозвалась с кухни бабушка. «Семен да Марья. Непутевые они. А ты почему спрашиваешь?» Бабушка вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. «А Стаса ты знаешь?» — ответила вопросом Юля. «Кто ж его не знает, беспризорника? Целыми днями по деревне мотается, глядит, что где плохо лежит. Весь в родителей, ничего путевого из него не выйдет. Обидел тебя, что ли?» «Нет, не обидел». Юля хотела рассказать, что Стас совсем не такой, как его родители, что он хороший, он не виноват, что дома есть нечего. Но бабушка уже отрезала. «Не водись с ним!» и ушла обратно на кухню. На следующий день Юля нарезала бутербродов, отлила из большой банки молока и отправилась к дому Стаса. Но чем ближе она подходила, тем страшнее ей было. Не хотела бы она встретиться с его родителями. Юля на цыпочках подкралась к забору. Тишина. Заглянула во двор. Никого. Заходить она не решилась, поэтому отправилась к реке. Может быть, Стас там. И точно. Стас сидел на берегу, со злостью бросая в воду мелкие камешки. «Чего пришла?» — огрызнулся Стас, услышав, как песок захрустел под Юлиными ногами. «Пришла». Юля не знала, что еще сказать. Просто села рядом и поставила корзинку между собой и Стасом. Стас не поворачивался. «Хочешь бутерброд?» — спросила Юля. «Нет». Стас так и не повернулся. «Ты не виноват, что твои родители такие. Ты не такой. Слышишь?» Юля почти кричала на Стаса, и тут он повернулся. По его чумазым щекам текли слезы.
«Я думал, ты больше не придешь», — почти шепотом сказал Стас. «Никто не хочет дружить с таким, как я». «Глупости! Я буду!» И Юля полезла в корзинку, доставая припасы. «Давай поедим и пойдем искать золото», — улыбаясь, предложила она. «Как настоящие золотоискатели. Будем промывать песок и, может быть, найдем настоящие сокровища. Если найдем, я свою половину, всю-всю, тебе отдам». «Не надо», — Стас улыбнулся и взял бутерброд. Целый месяц ребята были практически неразлучны. Бабушке Юля говорила, что играет с соседскими ребятишками, хотя на самом деле соседские ребятишки дразнили и Юлю, и Стаса, когда проходили мимо. Стас пытался огрызаться в ответ, но Юля одергивала его. «Не обращай внимания, они просто глупые». Но однажды один из мальчишек кинул в них камнем. Камень угодил Юле в плечо. Было очень больно. Из Юлиных глаз брызнули слезы. Стас бросился на обидчика с кулаками. Мальчишки подрались. Стас победил, но разорвал свою давно выленившую на солнце футболку, за что вечером получил от пьяного отца. На следующий день под глазом у Стаса красовался огромный синяк. Юля расплакалась, считая, что все это из-за нее. «Не реви!» – буркнул Стас в своей манере. «Бывало и хуже». «Скоро лето закончится», – сказала Юля в другой раз, задумчиво водя соломинкой по песку. «Я во 2 класс пойду уже. А ты?» «Не знаю», – ответил Стас. «Наверное, не пойду в школу. Мать и не вспомнила даже. Школа в соседней деревне, другие на автобусе ездят. А у меня и портфеля-то нет». Он уже не стеснялся говорить о своей семье. «Как же так? А где ты научишься писать, считать?» Стас не ответил. На следующий день приехали Юлины родители. Через несколько дней семья должна была вернуться в город. «Мама, если бы ты знала, что какой-то ребенок несчастен, что бы ты сделала?» – спросила Юля, когда они с мамой вечером накрывали стол к чаю. «Постаралась бы ему помочь, ведь все дети должны быть счастливыми», – улыбнувшись, ответила мама. «А кто этот ребенок и почему он несчастлив?» Юля рассказала маме все без утайки. «Мама, давай заберем Стаса к нам». Юля заглянула маме в глаза. «Так, давай-ка разберемся с этим завтра», – строго ответила мама. А когда Юля уснула, мама рассказала о ситуации папе. «Спился, значит, Семен», – ответил папа, потирая подбородок. «Мальчишками учились вместе. Они тогда еще с Машей дружили. А ведь у них и из родни никого не осталось. Жалко мальчишку, если так все плохо, как Юля рассказывает. Схожу завтра к ним». Дверь была открыта. С порога несло затхлостью. «Есть кто дома?» – окрикнул Юлин папа. Ответа не последовало. Папа вошел в дом и поморщился. Всюду царили грязь и беспорядок. В комнате, на продавленном диване, одну из ножек которого заменяли стоящие друг на друге кирпичи, спал хозяин. «Семен!» – еще раз окрикнул Юлин папа. Семен что-то неразборчиво промычал в ответ, потом приоткрыл глаза и грубо спросил: «Ты кто? Чего надо?» «Не узнаешь? Алексей Бодреевских. Учились вместе». «Ну и?» «Учились. Чего надо?» Семен приподнялся. «Машка, ты где? Выпить есть что?» Крикнул Семен в сторону дверей. Алексей предположил, что там должна была быть кухня. Ответа не последовало. «Выпить есть?» Снова спросил Семен, но уже обращаясь к Алексею. «Нет». «Семен, ты работаешь?» «Дураки пусть работают. Машка, где тебя носит?»
Семен шаткой походкой поплелся в кухню. «Стас, зараза, где их черти носят?» Алексей понял, что разговаривать бесполезно. Еще раз огляделся и вышел из дома. «Ничего не понимаю. Куда смотрит опека, соцзащита или кто там должен такими делами заниматься?» Алексей возмущенно рассказывал об увиденном жене. «Оля, Оля, там же совершенно нет условий для ребенка». «Мам, пап!» Ольга не успела ответить, в комнату вбежала Юля. «Можно Стас к нам на обед придет?» «Конечно, через час приходите». Мама, как всегда, улыбнулась. Юля в припрыжку скрылась за дверью. Через час она вернулась, таща за собой упирающегося Стаса. «Мама и папа очень хорошие, добрые», — уговаривала Юля, крепко держа за руку Стаса. «А бабушка тебя просто не знает». Мама глубоко вздохнула, увидев щуплого Стаса. Папа нахмурил брови, бабушка закатила глаза. Но, несмотря на неопрятный внешний вид, за столом Стас вел себя скромно и очень вежливо. К концу обеда даже бабушка перестала поджимать губы. Вечером Юля опять задала маме свой вопрос. «Видишь, мама, Стас хороший, давай заберем его с собой в город». «Но так нельзя», – растерянно развела руками мама. «Здесь должны разбираться специальные структуры». «И как они разберутся? В детский дом отправят?» Вмешался в разговор папа. «А потом что?» «Нет, решено. Оформим все как положено, и Стас едет с нами. Оля, ты согласна?» Алексей посмотрел на жену. «Как же я вас люблю!» Мама одарила семью своей нежной улыбкой. «Значит, решено». Юля захлопала в ладоши от радости и хотела прямо сейчас бежать за Стасом, но родители предупредили, что все это не так просто. И все действительно оказалось не так просто. Были долгие запросы, разбирательства, оценки и прочее, и прочее. Через полгода Юлиной семье разрешили оформить опеку над Стасом. Накануне Юля заботливо готовила комнату для Стаса, раскладывала на новом письменном столе яркие тетради и другие школьные принадлежности. Родители с волнением и нежностью наблюдали за дочерью. «Так здорово, что у меня есть младший брат», – щебетала Юля в очередной раз, проверяя, не забыла ли она какую-нибудь мелочь. А на следующий день со всех ног бежала навстречу Стасу, когда они с родителями приехали забирать его из центра временного содержания. Стас тоже был счастлив. Это было заметно, даже с его привычкой не показывать эмоций. «А может, и третьего заведем?» – шепнул Алексей, обнимая Ольгу за плечи. «Поживем – увидим», – рассмеялась Ольга и скомандовала. «Ну а теперь, семья, едем выбирать торт». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.